Ну что ж, мы с Мишей сели поужинать. Что у нас тут? Печеньки, зефирки, сливочное масло. А у мамы тем временем выпекаются вот такая вот красота. Аппетитно выглядит. Есть ли ножик? В общем, мы будем кушать. Нам приятного аппетита. Всем, кто с нами ест, тоже приятного аппетита. Да, и, кстати, у меня сегодня йогурт, а у Миши молоко. Что, мне как-то мало молока дали? Всем доброе утро. Олег у нас уже давно проснулся, позавтракал. Мишу сейчас кормит. Сейчас Миша позавтракает. Потом нам надо будет снять мукбанг. Потом ребята пойдут на море. Я буду снимать новый рецепт. А еще мне надо на завтра. Алексей Николаевич, привет. А еще мне надо на завтра. У нас будет прямой эфир с нашими турецкими друзьями. Я хочу сделать чак-чак. Это раз. Я хочу сделать ачма. Это 2. И гречаники. Это 3. Нормально меню? Ачма чак-чак кушать будет? Кто? Ачма и чак-чак. Турецкие друзья будут? Гречаники, поэтому для него я готовлю. Подруга-то будет, а он-то, может, и не будет, только попробует. У нас замечательнейшая погода. Солнце светит ярко-ярко. Суперская погода вообще. Всем желаем хорошего дня, отличного настроения. Мы сейчас будем заниматься делами. Нам привезли воду. Буквально пишешь сообщение, и через 10 минут приходит вода. Алексей, он рассчитывается. Миша, приятного аппетита. А, ты предупреждать не будешь? По-моему, здесь партия поломанная. А я уже не буду проверить какой. А то они нальют и опять будут дальше клиентам носить поломанную бутылку. Ну, я думаю, что те, кто наливает, должны их проверять. Вот, хаят мы берем воду. 2 баклажечки. Я вот так на солнышке размораживаю мясо из морозилки. Хорошо? Ладно, я записал. Я сейчас в окно увидел, какое море. Как рыбка, знаете, переливается на солнце. Не знаю, сейчас какое будет оно, шумное, не шумное море. Но дети вон уже внизу, сейчас я тоже иду. Мы пойдем на море. Недолго покупаемся, нам сегодня в Ардемли ехать на тренировку. Ну-ка, ящерка, покажи, как ты бегаешь. Тут 2 их. Вот сюда забежала ящерка. Вон она, как метеор носится. Ага. Поехали. Не надо заезжать, Миша, на бордюр. И съезжать, как попало. Так, мы идем на море, на море, на море. Давай, нет никого, приезжай. Мы идем оптимально. 2 час. Правда, времени у нас будет немного. Ну, мы в последнее время не раз съезжаемся на море. Там мама еще поручение дала. Магазин будет надо сгонять мне на трассу. Сейчас накупаемся. У нас какое? 6 число? 6 Да. ноября. 6 ноября, вы только представьте себе. А мы еще ходим на море. Не только ходим, но и купаемся. Сейчас сорвем тебе мандаринку. Здесь видите, как ухаживают за цветами. Даже вот осень, никого нету. А здесь все стригут, вон. Наводит порядок. Вон дяденька с лестницы карабкается и все постригает. Ручное. Потом все это, естественно, соберет, все уберет. Никто просто так не бросит под ногами. Обычно этого не происходит. Да, горько. Мандаринка какая-то горькая попалась. Ой, сегодня какой-то ветерок справа дует. Посмотрим, как у нас сегодня водичка. Фух. Фух. Народу полно. Только что такая ситуация произошла. Да? Расскажи ты. То, что Миша думал, ключик потерял, а на самом деле я его забрал у него.
отдал Олегу. Куда ты успел мне забрать его? Я не помню. Мы с тобой в лифте вместе ехали, я, наверное, туда и забрал. Вон сколько народу купается. Ладно, сейчас Олег туда приедет. И отправляю его купаться. Боря, я пойду зайду. А то сейчас надо покупаться и еще успеть в магазинчик бегать. Мясо. Мясо? Да. Еще зелень надо купить. Ага. Помимо этого еще и картошки, и моркошки, и что-то мама там надавала заданий. Короче, надо прикупиться. Завтра, как вы думаете, что будет? Ну, 2 ноября. Что будет? Прямой эфир. Не забудьте заходить на него. Вот. Каждое первое воскресенье месяца прямой эфир. Ой. Вода такая, первое впечатление, конечно, прохладноватая, но, в общем-то, очень даже неплохая. Вот я постоял несколько секунд, ногами подрыгал в воде и отлично, уже привык. Уже нельзя сказать, чтобы она прям ледяная. Очень комфортно, очень классно. Миша сегодня оделся не по-морскому, он сегодня захотел покататься на велике. А мы с Олегом пойдем окунемся. Если Миша не убежит еще, то он нас снимет, как мы купаемся. Да, Михаил? Папа с Олегом купается. У нас очень чистая вода. Привет! Привет! Мы тут купаемся, а я катаюсь на велике. Вон. Хорошо. Вот здесь мы ходим постоянно, большой выбор фруктов всяких, магазинчик. А здесь особенно вот ананасы и драгонфрут продается. Его немного, но есть. А так остальное всего, как всегда. Клубника есть. Здесь не написано, сколько стоит, я думаю, 20-ку. Пойду до рынка. Айва вот дешевая по 4. На рынке по 5 хотят продать. Короче, буду иметь в виду. Остальное здесь чуть-чуть дороже. Не намного, но дороже. Сегодня суббота, дети на тренировке, а я пришел на рынок субботник. Посмотрю, что мне нужно. Первый круг пристрелочный. Потом уже то, что заинтересовало, надо будет купить. Есть даже клубника сегодня по 20-ке. Люди покупают. Виноград по 6 лир. Не знаю. Надо спросить, что у нас там в холодильнике, и, может быть, купить. Грибы по 20-ке. Даже 2 вида. Вот там помельче, здесь покрупнее. Что за грибы, не знаю. Такие с зеленоватыми какими-то кончиками. 20 лир килограмм. И хурма кучей. Груши классные, 5. Красные яблоки везде по 4. Максимум по 3, 3,50. А я тоже по 2 купил. Хорошие крупные яблоки. Кстати, в этом ряду чуть-чуть подешевле. Не намного. Вот. Тут надписей много, информации тоже не очень. Так, огурцы, помидоры мне не заказывали. Виноград такой тоже не заказывали. Пойду посмотрю, там есть симпатичный виноград по 7-8 лир за килограмм. Это вот там, ближе в конце. Вот. Но больше всего мы едим яблоки. Вот здесь 4 килограмма за 10. А я взял 5 килограмм за 10. Разница небольшая, всего килограмм. Пойду
Дальше. Специи. Ну, тут мы не покупаем специи. Виноград. Сейчас узнаем почему. Ой, все. Сходил на рынок. Уже вернулся обратно к тренировочному залу. Сейчас просто еще сколько-то минут 10, кажется, до окончания тренировки. Тут вокруг пройдусь. В принципе, уже не скоро выйдут. Плюс-минус бывает задерживается на 5-10 минут. Когда как. То, что надо, я купил. Даже немножко больше, чем надо. Сегодня на рынке был инжир, например. По 15. Я купил маленькую коробочку. Она что-то лир на 12, что ли, вышла, по-моему. Вот. Это мне не заказывали точно. Ну, остальное там все по списку. Вот. Сегодня тут сопливость повышенная. Сейчас закончится тренировка, пойдем домой. Еще надо в нос покапать. Утром капало, сейчас уже время прошло. Не действует. Капель. На море сколько этих рыбачков. Сейчас проходил буквально в 3 минутах ходьбы этот рыбацкий магазин. Рыбный. Рыбацкий магазин. Все эти удочки там продаются. А вот эту подзорную трубу мы не видели. Надо это самое посмотреть. Скорее всего, она платная. Миша такие штуки любит смотреть. Если надо так подгадывать, чтобы что-нибудь, какой-нибудь большой корабль проплывал, тогда будет на него интересно посмотреть. А так просто неинтересно. Да, вон монета, прорезь под монетой есть. Вон кто-то плывет в море. Руками достаточно активно машет. Рыбачки вон там вдалеке видны тоже на лодочках и без этого. Но море сегодня шикарное, такое тихое, спокойное. И солнце прямо жарит. Обалденно. Ладно, поснимали хорошее. Правее, вон там, где сильно переливается. Море далеко-далеко уходит. Край берега. Площадь вот здесь центральная. Сейчас здесь проходил концерт. Мы прогуливались, потом стояли ограждения еще не разобранные полицейские. Много народу сюда здесь гуляет. Вот такое место в Ардемли, это прогулочное место. Бульвар это называется, или парк, ну, без разницы. Но хорошо, что есть возможность так вот у людей отдохнуть. Вот. Очень классно. Видел. Серьезно? Классно, молодец. Там вот так вот прыгали. Ага. Надо было либо по животу, либо по спине принести удар. А вы в защите были? Нет. Нет, без. А не больно делаешь, когда такой удар? Нет. Вот так прыгали. Ага. Первый раз он вот так вот бьет. Так, прыгал. Ага. Я буду бить. Последний нанес удар. Последним была битва. Олега и одного мальчика. Ага. Олег прыгал, Олег вот так вот крутился, вот так в самом начале. Крутился вот так вот. Ага. А ты, Миша, вообще практически весь бой отоборонялся, можно сказать. Я весь бой оборонялся. И потом выстрелил в нужный момент и ударил. У Миши получилось, у Олега не получилось, да? Ну да, Можно сейчас попробовать? Давай попробуем. не Нет. надо, я думаю. Не надо. Надо. Хватит. Не приставай к брату. Отцепись от брата. Сейчас я тебя достану. Рукой. Пойдем домой. Пойдем домой. Пойдем домой, говорят. Пока мои ребята занимались, ты не показывал, что покупал, да? Они купили виноград. Почем виноград? По 7 лир. Укроп, петрушку. А что так много лимонов-то? Лимонов килограмма 1,5. Я снимаю влог, Михаил Алексеевич.
большую капусту, лук, Маленькая капуста на 5. картофель, капуста на 5. Яблочек, боятся остаться голодными. Посмотрите, взяли, я думаю, это килограмма 5. О, цукини зеленые. Ничего себе, сказал я себе. Цукини зеленые взяли. О, молоденькие, классные. В общем, вот такой рынок сделали у нас ребятки. Помидоры, огурца не стали брать, потому что в холодильнике у нас есть. А я тем временем, смотрите, что готовлю. Как вы думаете, что это такое? Казан-кебаб. Такая вот вкусняшка у нас будет сегодня на ужин. А по какому случаю, сейчас скажу. Я тут накрошила салат. Обычно я в таком формате салат не крошу, но так любят наши турецкие друзья, поэтому накрошила в таком формате. Так, кадича приготовила и еще пожарила эти баклажанчики для сате. Сейчас буду их заправлять. Вот. По какому случаю мы собираемся, а наши подмосковные друзья, по которым мы безумно соскучились, сегодня там тоже готовят тандыр, собираются выпивать. И, в общем, мы решили по видеосвязи вместе посидеть, пообщаться, потусить, повыпивать. Так что выпивка готова, выпивка в холодильнике, казан-кебаб готовится, закуски почти готовы. Мы на финишной прямой, будем скоро общаться с нашими друзьями. Такие у нас дела. Ну что, друзья, бокалы опустошенные, гости у нас ушли. Время 11:30. И вы думаете, я собираюсь спать? А нет, у нас завтра прямой эфир. И я сейчас буду раскатывать тесто и жарить чак-чак. Вот. Тесто я замесила еще утром. Оно у меня настоялось в холодильнике. Сейчас я его разделю, раскатаю, разрежу на лапшичку и пожарю. Это будущий чак-чак. Алексей мне помогает с посудой. Вот, мы все это делаем в сопровождении музыки. У нас весело, дети спят, мы гремим посудой. Так и живем. Такие у нас дела. Сейчас разрежу еще на чак-чак тесто и покажу вам. Ну что, друзья, работа полным ходом идет. Я раскатываю тесто, режу и уже параллельно его жарю. Посмотрите. Завтра нам будет вкусненько. Чак-чак. Леш, любишь чак-чак? Все любят чак-чак, да? Особенно домашний, да? Ну что, друзья, посмотрите, какая у меня получилась красота. Вот такой вот таз будущего чак-чака. Знаете, что я вам хочу сказать? Блин, я так страдала по своему казану. Сегодня я в своей кастрюльке любимой и казан-кебаб приготовила, гостей угостила. И чак-чак нажарила. Все, что раньше я дома делала в казане, в чугунном своем, сегодня я сделала в обыкновенной кастрюле вот такой. Вот, все, мне осталось подготовить сироп, залить чак-чак, уложить все это дело на противень и оставлю до утра на кухонном столе. Завтра будет вкуснейший чак-чак уже с утра. Такие у нас дела. Завтра у нас на момент съемки суббота, ну уже вернее воскресенье наступило. Это первое воскресенье ноября. Напоминаю, что каждое первое воскресенье месяца мы проводим прямые эфиры на нашем большом кулинарном канале, где нас уже более 650 человек, тысяч человек. Вот, поэтому, кто еще не с нами на кулинарном канале, милости просим, подписывайтесь, не забывайте про колокольчик и не забывайте проявлять активность. Вот, а я сейчас займусь, уже вытащила сотейник, сейчас займусь приготовлением соуса для чак-чака, разогрею его, сделаю жидким, залью чак-чак, посыплю кунжутом, результат вам покажу чуть позже. Ну вот так в сотейнике варю я сироп. Здесь, значит, 6 столовых ложек меда на 8 столовых ложек сахара. Сахар добавлять обязательно. Это прям вот, если не добавите, чак-чак будет рассыпаться. Это залог
хорошего, качественного, слипшегося такого, который можно нарезать на кусочки, который не будет разваливаться. Это вот залог вот этого успеха, да. Сахар. Этот чак-чак мама моя готовила уже, наверное, 100 раз, не меньше, поэтому опыт у нее есть, она пробовала и так, и эдак. Вот. Без сахара ни в коем случае нельзя. Поэтому, кто там не особо хорошо относится к сахару, все равно положить в чак-чак его нужно. Пропорция 6/8. Вот такие дела. Я варю до полного растворения сахара, сироп, потом буду все это дело заливать в тесто.